Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня необычная работа, я очень редко вяжу детские вещи, но очень интересная идея, которую я увидела на турецком сайте. Я обязательно думаю, чтобы не забыть, не откладывая в долгий ящик, прям пока все свежо в голове, решила связать, поделиться с вами вот такой интересной идеей. Как вы считаете, стоит идея того или нет? Как можно из простого квадрата связать пинетки? А потом свяжем еще и на взрослого такие же следочки. А пока смотрим. Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Такая вот у меня пинеточка, да? Интересная такая штучка. Вяжется просто быстро. Увидела недавно на турецком сайте. И решила, что нужно обязательно связать, поделиться с вами, потому что прям очень интересно вяжется. Просто и красиво получается. Вот одну пинеточку я связала. Давайте свяжем еще вторую. Все очень-очень просто. Затягиваем петельку. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель связали. В первую петлю замыкаем круг соединительным столбиком. Вяжем 1, 2, 3. Это первый столбик. Второй столбик и третий. 3 воздушные. 1, 2 петельки. И еще нам нужно провязать 3 таких, а всего 4 группы по 3 столбика, и между ними 3 воздушные петельки. То есть такой вот маленький квадратик, который потом вырастет в большой. Вяжется с одной стороны как бабушкин квадрат, а с другой стороны просто столбики с одним накидом. 1, 2, 3. И завершающие 3 столбика. 1, 2 и 3. 3 воздушные петельки, уголочек. 1, 2, 3. Соединительным столбиком соединяем. Вот что у нас должно получиться. Вот такая основа. Идем дальше. Смотрите, у нас две стороны квадрата. Одна сторона, вернее, две стороны у нас будут просто столбики. Мы сейчас вяжем 3 воздушные петли, столбик в столбик, столбик в столбик. И в арочку мы вяжем 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. 3 воздушные петли, уголочек. 1, 2, 3. А теперь мы вяжем бабушкиным квадратом. То есть в арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Пропускаем 3 квадрата и в следующую арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 2 столбика с одним накидом. То есть в арочку, там где просто столбики, мы будем каждый раз добавлять 2 столбика с одним накидом. Столбики, которые есть, мы вяжем столбиками. 1, 2 и 3. И добавляем еще 2. То есть 2 столбика мы провязываем в самом начале и в самом конце. Одна сторона у нас получается просто столбики с одним накидом. Не забываем уголочек 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И третья сторона это у нас бабушкин квадрат. То есть 3 столбика с одним накидом. И 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поворачиваем. Теперь осталось довязать. У нас 3 столбика есть, 2 добавочных есть, и еще 2 в самом начале нужно добавить. 1, 2. В третью воздушную петельку мы делаем соединительный столбик. И вот у нас второй ряд готов. Наша задача
Бабушкин квадрат мы все время будем вязать бабушкиным квадратом. Там, где столбики, будем вязать просто столбики с одним накидом. И у нас получится вот такой красивый квадрат, из которого потом мы с вами свяжем пинеточку. Мы продолжаем. Столбики над столбиками, 3 воздушные петли. Над каждым столбиком мы вяжем столбик с одним накидом. И наша задача всего лишь навсего добавлять по 2 столбика в самом начале и в самом конце. Раз, два. Добавили, провязали сразу 3 воздушные петли, уголочек. Повернули. Бабушкин квадрат мы вяжем в свободную арочку 3 столбика между столбиками и сюда. У нас было 2 группы по 3 столбика, теперь будет 3 группы, а в следующем ряду 4. То есть бабушкин квадрат, он вяжется всегда между группами из 3 столбиков. И мы с вами его вяжем, получаем красоту. 3 столбика, 1, 2, 3. Еще 3 столбика, 1, 2, 3. 3 воздушные, раз, два, петельки, уголочек, поворачиваем вязание, добавляем 2 столбика. Принцип вязания абсолютно одинаков на любой размер пинетки. Мы сейчас с вами вяжем детский размер. У меня получился вот такой красивый квадрат, такой красивый узор. Причем, когда на него смотришь, вспоминайте, я как-то вязала топик взрослый, вот просто квадратом. Получается рукава, если связать вторую часть, да? И резиночку внизу связать, шить. Но сегодня идея другая. Шили квадрат, связали квадрат. У меня получилось вот таким узором. Считаем наши 3 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 8 столбиков. Складываем 8 столбиков. Вот наш шовчик. Мое вязание, так сказать, осталось. Я вот так сложила. Изнаночной стороной наша задача сшить 8 сантиметров где-то получилось. Вот здесь это у нас будет пяточка. Вот так вот мы это дело сложим уже потом. Вот. Сшиваем пяточку и сшиваем сам следочек. Оставляем 7 сантиметров. Я поставила маркер 7. И потом, когда мы дойдем до маркера, мы сошьем вот так вот. Сложим шовчик здесь и шовчик здесь. И получим готовый следок. То есть наша задача провязать на изнаночной стороне просто-напросто. Я обычно сшиваю, так вот переверну, чтобы было удобно. Я сшиваю всегда столбиками без накида, то есть с обратной стороны тоже подхватываю. Вот. И потом петелька в петельку, столбик без накида с одной стороны и с другой. Просто сшиваем. Сшиваем пяточку, сшиваем подошву. Там, где подошва, у нас треугольничек, тоже сшиваем. И что у меня получилось? Я сшила пяточку, сшила подошву и треугольничком самый кончик. Вот, теперь наша задача все это дело вывернуть, все уголочки расправить. Мы получаем такой носочек, заправляем треугольничек как украшение и получаем достаточно симпатичную пинетку. При всем при том, что я напишу потом таблицу, из этого квадрата можно любой размер, детский так точно, взрослый не знаю, взрослый можно попробовать, связать вот такой следочек. Вот. То есть все швы у нас разойдутся, уголочек у нас будет как украшение. И вот, пожалуйста, пинетка готова. Причем
Времени, ну, минут 15, наверное, на вязание квадратика уйдет. А расход пряжи совсем маленький. Вот. И такая вещь у нас готова. Теперь нужно связать второй такой следочек, такую пинеточку. И мы приступаем к вязанию. Я связала второй квадрат, сшила, как я вам показала. И у меня получилась вторая пинетка. При всем при том, что провязывая такой квадрат другого размера, можно получить большой размер. И это здорово. Расход маленький, вяжется быстро, получается интересно. Как вы считаете? Мне идея очень понравилась. Я решила, обязательно нужно связать и показать, чтобы в нашем активе это тоже было. Надеюсь, видео будет полезным. Свяжите, порадуйте себя, какие-то подарочки навяжите. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и смотрим видео мастер-классы абсолютно бесплатно. До новых встреч!